Приветствую вас, жители Суперземли, на связи Кайрон. Сегодня обсудим с вами начало официальной кампании по борьбе с диссидентами на территории Федерации Суперземли и строительство центра для их содержания, провал в защите от нападений врагов демократии и по итогу потерю большого количества планет, новые сообщения от майора Правды с намеками на фракцию иллюминатов, а также другие не менее занимательные новости. Устраивайтесь поудобнее в своих адских капсулах, начнем сразу же после короткой, но полезной рекомендации. Главный приказ на защиту планет от атак врагов демократии был, к сожалению, провален. Как сообщает Верховное командование, хоть нам и удалось предотвратить полнейшую катастрофу, все три фракции захватили немалое количество новой территории и продвигаются вперед. Отряды ВССЗ были переброшены на оборону внешних гарнизонов. В ближайшее время 25% нашего боезапаса будет перенаправлено бойцам вооруженных сил Суперземли для поддержания правопорядка в условиях продолжающихся арестов. И все это из-за подлых диссидентов. Командованию категорически надоело сюсюкаться с этими предателями. Официально с 27 ноября была развернута следующая важнейшая кампания – война против диссидентов. В городах по всей Федерации выставлены оцепления подразделений ВССЗ и объявлен комендантский час. Нам же выпала честь удерживать рубежи от возможных угроз противника, который, несомненно, попытается воспользоваться неблагоприятной для нас ситуацией. Кроме того, высшее командование издало указ о строительстве Центра содержания диссидентов, сокращенно ЦСД, который по плану будет расположен на планете Афоя-Бэй. В связи с этим нам приказано в обязательном порядке освободить эту планету для нужд Федерации. Однако на нашем праведном пути стоит парочка захваченных морепродуктами планет, так что бонусом к этой кампании мы сможем вернуть некоторую часть территории обратно под крыло Суперземли. На сегодняшний день по прогрессу перетягивания галактического каната мы уже в минусе из-за недавней потери планеты Иро на фронте просветленных. Однако времени у нас еще вагон и маленькая тележка. Жуколазы мало-помалу освобождают Инарий и Терек, а кальмара-дайверы уже начали расчищать путь к Афоя-Бэй, что позволит в ближайшее время как минимум выровнять счет с противником. Оборона Еливари тем временем продвигается довольно-таки неплохо. Пока в мегаполисах Федерации идет война с диссидентами, в официальном дискорде игры началась процедура реабилитации репрессированных. Внезапно с 27 ноября помеченным клеймом предателя участникам в личные сообщения стали приходить переобучающие приказы с целью восстановления присяги на верность Суперземле от все той же системы безопасности и надзора за гражданами, профиль которой в очередной раз претерпел изменения. Процесс реабилитации заключается в повторении фразы, наполненной вайбом свободы и демократии, строго слово в слово, в ответ на сообщение от бота. Что важно, выполнить данный приказ нужно до 3 декабря, так что не упустите свой шанс смыть с себя клеймо диссидента, если передовая система надзора вас все-таки обнаружила, и продолжайте жить дальше во благо Суперземли. Спустя весьма долгое время отсутствия и прохождения обучения, майор Правда разразился целой серией записей в своем личном блоге и даже созвал единомышленников на сходку в демократическом кафе. Больше всего среди всех его сообщений привлекает внимание анкета с вопросами, один из которых связан с нашествием иллюминатов на Суперземлю. Плюсом, если вы были достаточно внимательными, то точно заметили, что на главном постере будущего Варбонда «Команда с Питоны» явно прослеживается тематика данной фракции. Наличие небольшого количества неизбирателей со светящимися глазами, а также неких древних руин на заднем плане. Понимать эти мелкие детали можно по-своему, но они также могут указывать и на нашу встречу лицом к лицу с новыми представителями культа просветленных. Учитывая годовщину нападения первой пачки кальмаров с декабря 2024 года и масштабную в игровой индустрии церемонию награждения The Game Awards 2025, это не исключено, но, как говорится, поживем – увидим. Команда студии Arrowhead опубликовала запись в блоге с результатами благотворительной акции в целях помощи нуждающимся детям. 5 месяцев назад Содружество хеллдайверов под названием Альянс Свободы вместе с разработчиками организовали сбор средств, в том числе и посредством аукциона, на котором можно было получить редчайший официальный мерч, такой как реплика шлема B01 Tactic с автографами команды, лимитированный контроллер DualSense, физические копии игры, различные рисунки и постеры. По
итогу всего за 4 дня сообществу водолазов удалось собрать более 120 тысяч американских рублей, благодаря 2637 пожертвованиям и 853 ставкам в аукционе. Все эти средства были перечислены в фонд Save the Children, а генеральный директор благотворительной организации поделилась благодарственным видеопосланием, адресованным гражданам Суперземли. Граждане Суперземли, я обращаюсь к вам с важным сообщением. Спасибо за успешное выполнение вашей миссии по сбору более 140 тысяч долларов для организации Save the Children. Ваша страсть и приверженность делу сделать галактику лучше для детей позволяют нам продолжать нашу работу. Увидимся на следующих высадках. Число весьма внушительное и в десятки раз превышает прошлый благотворительный донат студии Arrowhead, когда мы выполнили главный приказ в пользу спасения детей на планете Колодцы Вернона вместо получения противотанковых мин, которые, к слову, нам выдали чуть позже. Радует все же, что мир не без добрых людей, и они в том числе есть в рядах хеллдайверов. На этой замечательной новости мы переходим к ассортименту товаров супермагазина и личному приказу на ближайшее время. Начальная страница ассортимента супермагазина связана с премиальной заслугой «Контрольная группа». Наличествует в наличии легкая броня AD-11 «Живчик», супермемная эмоция «Воодушевленная радость», а также подходящий плащ и карточка игрока. Личный приказ на ближайшие сутки успешно выполнить 6 дополнительных заданий. Пришло время нашего регулярного раздела водолазных комментариев под прошлым видео. Первым на сегодня прилетел почтовый голубь от зрителя со скромнейшим никнеймом «Царь Макс». Ждем миниган всем суперэсминцам. Хоть с его реализацией и были проблемы, судя по прошлогодним комментариям креативного директора Йохана Пилстеда, команде студии все же получилось реализовать ленточное питание пулемета. И это правильно, учитывая огромное количество запросов от хеллдайверов. Следующее сообщение от снайпера Сереги. Только генерал Браш и Джон Хеллдайвер могут взять М1000 в одну руку, а остальные адские десантники еще недостаточно демократичны. Это безусловно правда, но с новой эмоцией Анджумани и остальным водолазам можно будет прокачать множество групп мышц и попытаться взять таки Максиган в одну руку. Завершает рубрику комментариев этого ролика юзер. Пополнять миниган можно, а вот мехи все еще расходник. Еще в конце прошлого года разработчики отвечали про отдельную станцию пополнения и ремонта меха на карте, а также пушку для стратегем. Возможно, в секретных подвалах Arrowhead все же ведутся работы над этими удобными фичами, и мы когда-нибудь все же увидим их реализацию. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку этого видео. Не забывайте ставить свой адско-десантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайрон, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.